Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Поехали. Сегодня у нас Снегурочка. В общем, жила-была такая пара пожилая. Грустили, загрустили бедолаги. Не было у них дочери, даже детей не было. И захотели завести ребенка в таком возрасте. И не придумали ничего лучше, как слепить ее из снега. В принципе, тоже вариант. Вначале это какая-то некая замороженная основа была. Ну, а что это такое? Чувство. Соприкосновение с чем? Ну, Как вот воплотить. что они лепили-то? Они лепили Лепили было, из снега они лепили было ты себе ребенка с детским. с детским. А какое, ну, именно какое? Женское, женское. Ну, то есть, можно же сказать, что в этом моменте идет соприкосновение с душой? Снег же чистота, Да, ясность, да, то есть им захотелось чистой, ясной женской части, женской души, да. женской, да, души. Ну, не женской души, а соприкосновение с душой здесь идет. Потому что, ну, если мы посмотрим в конец сказки, от чего она растаяла? От огня. От огня, да, то есть дух и душа соединились. Но к этому, да, мы еще вернем. Получилось у них действительно ребенок из снега. Девочка. По описанию она полностью им подходила. Вот смотри, Она, так как люди уже старые, на самом деле все действия происходят в доме. то есть не в доме её лепили. Ну, лепили на улице, с улицы принесли в дом. М. То есть она, мужское и женское живет в доме. То есть в личности человека уже есть союз мужского и женского. Не хватает какого? Не хватает тут Чувственного. чувственного. Да, такого чувственного. Женского, который может чувствовать. Всепроникающего, наверно. И она начала дальше вот с Расти, ними расти у них, расти. помогать им по хозяйству Да, там. Но она почему-то была молчаливая. Что бы это значило? То есть, как мне показалось, так как люди, они уже пожилые, что? то они уже сами немножко так замедлились по жизни. А душа, она чё, громкоговорящая, что ли? Когда ты соприкасаешься с собой, со своими чувствами, когда ты их действительно знаешь и распознаешь, то наступает внутренняя тишина. И говорить-то с миром-то не хочется особо говорить. Знаешь, люди, когда очень много разговаривают, у них внутри тоже бесконечный диалог внутренний, то есть успокоения души нету, То есть они вообще спокойствия нету. сами себя изнутри вот так вот, разбалтывают, грубо говоря, да? Конечно. В дисбалансе в таком. Ну, боятся чего-то. Себя, скорее всего. Своих чувств, своей боли, своей Страхи. страхов, да. То есть там много ящик Пандоры Да, и живет внутри которые человека. а в ящике Пандоры там надежда прячется. Я не люблю её. Да, прячется, но для меня это не очень интересный показатель. Ну да, это не из этой сказки. Я так понимаю, что здесь тоже можем рассматривать, что все эти 3 человека, 3 части, то есть, Вот маленькая личность. девушка, да, Да, это одна личность, сборка. личность, да, Плюс конечно. еще дом, вот это символ. Мгм. Есть классный фильм вообще, мультфильм про дом. Может быть, зрители посмотрят, называется "Энканто". Там тоже про разные части личности, и там красиво развивается. Вот. Может, мы как-нибудь обсудим. Может быть, да. Помогала, потом пришли друзья, типа позвали её на праздник. Ну, начали выводить ее во внешний мир. То То есть есть человек сначала, с душой соприкасаемся внутри, напитываемся, да? знакомимся, да, а потом начинаем выводить ее в мир, Мгм. проявлять душевность. А здесь вообще такая символичность христианства на самом деле, и символичность воспарения, когда Снегурочка перепрыгивает через огонь. То есть, по сути, вода соединяется с огнем, и происходит воспарение. Переход на другой уровень. То есть союз мужского и женского, но на другом уровне. Какой-то такой более возвышенный получается. Да, да. Переход. То есть здесь от одного союза, а, старик и старуха, Мудрое такое. мудрое, идет переход соединения мужского и женского, образуя четверицу. Образуя устойчивое соединение, мужского и женского земного и мужского и женского духовного. Да, как красиво. Очень. Ну, то есть внутри соединяется и материя, и духовность, и мудрость, и детскость. Получается И целостность такая. да, и инстинктивное,
и и божественное. Целостность. Все приходит к целостности. То, в принципе, куда все и стремятся люди на Земле. Да. По разным путям, по разными дорогами. Ну, в принципе, так все и идут. Вопрос, что просто иногда где-то застревают. А застревают только потому, что очень много фокуса внимания на внешнее. На внешние атрибуты, наверное, да, какие-то? Конечно, вместо того, чтобы посидеть, помолчать с собой, с самим собой, ходят во внешнем мире и постоянно где-то что-то, да, вот эту вот чистоту свою разбалтывают, да, расплескивают, наверное, так будет лучше сказано. Ради внешних артефактов каких-то, да, там успех, деньги, Одобрение. добры. Вот Все это. это делается, успех, деньги, чтобы социально одобряемый был человек. Посмотрите, какой я хороший, да, меня можно любить. Типа того. Ну, я самый лучший, да, через внешнюю атрибутику. Самый лучший среди лучших, как говорится. Ну, по-разному бывает, да, у кого-то какие свои мотивы, разные мотивы бывают. Эта сказка, получается, учит нас и всех людей, что надо двигаться по жизни к себе самому, то есть через внутренние какие-то, слушать себя больше. Через соприкосновение со своей душой. Сначала с собой побудь, помолчи, Услышь свои чувства. услышь свои чувства, а потом, в принципе, сдайся духу. Перепрыгни через костер. Да, очень красивая сказка. Да, и все, и соединение произошло, и дальше. И понимаешь, вот в этих моментах, а что дальше? А что дальше уже не важно. Уже дальше ты творишь этот мир. Дальше уже какой-то режим Бога включается. Ну, так и есть. Ты соединяешься со своей самостью. Человеческий опыт вообще такой, он именно подводит тебя к таким огонькам в жизни, которые ты должен перепрыгнуть и пойти дальше. Да, и еще раз заметь то, что начинается этот период не в молодом возрасте, а когда ты уже напрыгался, набегался козликом везде, а потом уже в более старшем возрасте ты приходишь к себе. Находишь свой огонь. Находишь, сначала соприкасаешься со своими чувствами, оживляешь их, ну, то есть из замороженных делаешь живыми. И дальше ты трансформируешь, соединяешь чувства и духовность, и все, и живешь. Говорит, да. В более молодом возрасте к этому особо не придешь. Не те цели, не те интересы, а как раз таки, когда у тебя все есть, когда все есть, дальше что? Смыслы теряются. Это И точно. для чего все это? Перестает удивлять этот мир. Конечно, а там открывается другой, Ну да, более интересный. всегда есть куда развиваться. Конечно. И главное не застревать на этапах, а идти дальше. И ты вот эти свои огоньки искать, через которые прыгаешь, идешь дальше. Как мне кажется, есть и дальше тоже процесс. Когда ты и здесь уже напитался, когда ты перешел на какую-то духовную, есть еще что-то дальше, скорее всего. Но там не то чтобы перешел на духовную, вот это вот тоже интересный переход, перешел на духовную. Если ты совсем перешел на духовную, то это умер. А здесь вот это соединение чувств и инстинктов. Огонь — это такая структура, которая сжигает, воспламеняет, да, такое вот необузданное, а с ним нужно уметь обращаться. И они соединяются воедино. И это очень красиво. То есть вообще в себе нужно уметь соединять и материю, и духовность. Когда вот они соединены, это все равно, что в тебе соединились отец и мать. То есть этот вечный конфликт отцовского и материнского, он заканчивается. Тогда ты живешь свободно, Своей вне зависимости от того, что происходит вокруг. Это не значит, что ты не в контакте с тем, что происходит вокруг. Ты просто независим от этого. У тебя есть своя жизнь. и свои чувства. Ну, естественно. Но это имею в виду к тому, что таким людям, на таких людей тяжело повлиять извне, подсадить им какие-то чувства вины, там вот это все, Да. что это будет все Нету манипуляции. Просто все манипуляции видны изначально. вообще красивая То есть сказка. очень чистые отношения с другими, очень чистый контакт с другими. А все начинается с очень чистого контакта с собой. Конечно. Вылепи из снега Снегурочку. Достань ее оттуда, то есть вылепи из снега, вытащи ее из своей замороженности. Да, как Достань. мы видим, сказка хоть и такая прям простая и на поверхности простая, но в глубине скрыта очень Ну, не очень просто так их читали дети. в глубине скрыта очень большая такая красивая работа. Конечно, их читали детям для того, чтобы именно в старшем возрасте все эти коды раскрывались,
Чтобы у них был проложен уже эти пути. Чтоб не было вот этих заминок. А что я, куда я, депрессия и всё остальное. Я посижу на любимом диване, про который все говорят. У тебя есть депрессия? Нет. Нету. Что Почему? это? Ну, потому что ты постоянно двигаешься, развиваешься в каких-то своих моментах. И при этом у тебя есть время на подумать, на размышления. В принципе, на всё есть время. Вот. Потому что в контакте. Потому что ты умеешь и работать, и заниматься саморазвитием. Но в плане того, что саморазвитие — это не значит, что я поставил цель, пошел, а умею работать с собой. Я знаю о своих чувствах. Да, и знаю, что я хочу. Вот. И знаю, куда я хочу прийти. Вот. А большинство-то людей, знают, куда их послали. Кого-то за квартирой, кого-то за машиной, кого-то еще куда-то. Да, кого-то и за тем, и другим. Да. Только они не знают, зачем. Нет, они их послали. Не, Не внутренний я мотив, сам да. захотел. Я больше про внутренний мотив. То есть Да. нету понимания, зачем тебе лично это надо, вот лично. Ну, а большинству не надо. Большинству не надо, конечно. Но на самом деле это очень круто, когда ты понимаешь себя. Вот, Конечно, это как, кататься на волнах, серфинг, очень приятно. конечно. И видишь действительно человеческие эмоции вообще, куда они, откуда. Прикольно. Да, мне очень нравится, когда люди есть люди, у которых скрыты злость, агрессия. Они обычно говорят таким тоном: "Я не злюсь". Я так Да, разговариваю, да? да-да. Ну да, конечно, да-да, никто не злится, а так. Как подавленные чувства. Да-да-да. Вот и с ними надо познакомиться, из них слепить. Да, но как мы уже говорили в других сказках, смотреть в эти чувства очень-очень страшно, потому что не все готовы именно открыть для себя вот такие консервы. Не то чтобы страшно, вот ты прям сейчас пугаешь. Не страшно, просто они под запретом. Что страшного в грусти? Не знаю. Лично Что страшного в том, что злиться? выплеск энергии какой-то, может кто-то пострадать или ты. Ну, прежде всего, человек страдает, который Ну, злится сильно. если ты не умеешь управлять своей злостью, если ты ее не принимаешь, то да, пострадают многие. А если ты знаешь, То, конечно же, это если ты сила, с дет это двигатель общего прогресса. конечно, если ты с детства знаком с этой силой, говоришь: "Ой, я злюсь, прикольно, во мне сейчас много энергии, пошел, я там уберусь". Кстати, да, ты права, потому что многие какие-то такие ключевые испытания в своей жизни относительно недавно я прошел именно на злости. Ну вот. И именно злость была направлена на дело. Вот именно включиться, мобилизироваться и пойти делать. А грусть? Смотри, как красиво грусть. Я сейчас попечалюсь. А грусть — это нечто такое, как немножко на лень такое похоже. Да, на лень. А посмотри, сколько в этих минутах печали создано произведений. Да, музыкальных. Мне как раз на ум пришла музыка вот эта, Музыкальных, классических каких-то. классических, в плане того, что литературных произведений А, на этих страданиях. достаточно яркие эмоции. Да, Хоть и кажется, как будто бы они ровные, такие какие-то вот, немножко даже отрицательные, но на самом деле это ярко. а через вот это проживание, через рукописи, через, мелодию, Цепляя душу других людей. конечно. Хочешь разбогатеть, научись, чувствовать, принимать свои чувства. Все. А это стыдно, это невыносимо. Родители же не все выносят чувства ребенка. Чё ты злишься? Чё ты радуешься? Чё ты грустишь? Чё, те скучно? А ну иди сиди, помолчи. Да, ну и там разные манипуляции происходят. Ну, в Просто, основном на тебе iPad. ну, это сейчас так, ранее другие способы. Ну да, разные. При соприкосновении своих чувств ты можешь жить только по-настоящему. В контакте со своими чувствами вы в контакте с собой, соответственно, вы в контакте с другими. А, соответственно, вы преобразите и себя, и мир вокруг вас. Да, И каждый может сделать что-то очень классное, интересное и полезное. для И себя. В первую красивое, в очередь. первую очередь для себя, да, чтобы насладиться. Кто-то музыку напишет, кто-то стихи, кто-то еще что-то сделает, кто-то программу напишет. Верно. Да. Так что спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Всем пока. Всем пока.